Доброго времени суток. Данное руководство посвящено запуску и настройке сервера для модпака GregTech New Horizons, или сокращенно GTNH. Оно ориентировано в основном на новичков, поэтому в нем есть ряд упрощений. Однако некоторая информация может пригодиться и опытным владельцам серверов. Я постарался собрать в одном месте всю необходимую информацию, которая позволит абсолютно любому человеку поднять свой собственный сервер. О чем пойдет речь в данном видео? Мы выберем, где мы будем запускать сервер, рассмотрим каждый вариант по отдельности, а также в рассказе про первый вариант мы рассмотрим все основные настройки сервера. Мы рассмотрим процесс обновления версии сборки на сервере, узнаем, как перенести мир из одиночной игры на сервер и обратно, кратко расскажу про поиск и решение проблем на сервере с лагами, ознакомимся с перечнем команд и измерений, и в конце будет пара дополнений. Итак, для начала надо определиться, где будет запущен наш сервер. Первый и самый простой вариант – это запустить сервер на том же компьютере, на котором вы запускаете игру. Но у этого варианта есть очевидные недостатки. Компьютер должен быть постоянно включен, а сервер нагружает его процессор и оперативную память. Хотя для современных компьютеров это не проблема, благо GTNH довольно хорошо оптимизировали за годы разработки. Следующий, то есть второй вариант, это запустить сервер на отдельном компьютере. Если у вас есть не очень древний ненужный компьютер, то можно попробовать запустить сервер на нем. Под не очень древним мы понимаем хотя бы четвертое поколение интеловских процессоров и 16 гигабайт оперативной памяти. Однако, у обоих этих вариантов есть ограничения. Для того, чтобы к вам на сервер смогли подключиться другие игроки, вам нужен либо внешний, или иначе говоря, белый IP-адрес, который можно получить у вашего интернет-провайдера за дополнительную плату, обычно в размере примерно 100 рублей в месяц, либо же воспользоваться программами для создания виртуальной локальной сети по типу AirAdmin VPN или Tailscale, которые пришли на смену многим знакомой программы Gamachi. Ну и последний вариант – это размещение сервера на хостинге в интернете. У этого варианта нет особых недостатков, кроме того факта, что за хостинг надо платить. В этом видео мы рассмотрим все три варианта. Начнем с первого варианта, когда и сервер, и игра у нас будут запущены на одном компьютере. Для второго варианта порядок действий будет аналогичен, различия будут лишь в настройках подключения. Для начала сервер нам необходимо скачать. Для этого переходим на официальный сайт, переходим в Downloads, под Direct Zip Downloads ищем сервер Zips, выбираем Latest, то есть последнюю версию, в данном случае это 2.8.0, для версии Java 17-25 и скачиваем. Также мы можем скачать через официальную вики, нажимаем сервер, листаем самый низ, также ищем самую последнюю версию, не считая вот эти две. Также для версии Java 17-25 скачиваем. После того, как сервер скачался, нам необходимо его распаковать. Давайте его откроем, распакуем в отдельную папку. И перенесем эту папку, скажем, на диск C в корень. И переименуем. Не мудрствуя лукаво, назовем ее GTNH сервер. Далее, как и для запуска игры, так и для запуска сервера нужна Java. В нашем случае подойдет Java от 17 до 25 версии, но мы будем использовать, конечно же, самую последнюю. Здесь есть два варианта. Либо использовать уже установленную Java, либо скачать ее отдельно в виде архива. Для простоты я рекомендую скачать ее в виде архива, чтобы она у нас спокойно лежала вместе с сервером. Но я покажу вам оба варианта и расскажу, чем они отличаются. Начнем с простого варианта. Переходим на сайт Adoptium, выбираем Other Downloads, проверяем, что выбрана JDK 25, то есть последняя версия. Листаем вниз до Windows, выбираем JRE, проверяем, что тут выбрано x64. На момент записи видео тут только оно и есть, но также могут быть и другие архитектуры. И выбираем zip. В данном случае это архив.
А MCI — это если устанавливать Java в систему. В данном примере нас интересует архив. Скачиваем его. После того, как наш архив скачался, надо его распаковать. Переходим в загрузки и распаковываем в отдельную папку. Теперь давайте эту папку перенесем в папку с сервером. И для краткости переименуем ее в просто Java. И внутри переименуем также для краткости просто JDK. Далее. Нам нужно сделать так, чтобы наш сервер эту Java увидел. Для этого нам надо отредактировать файл startserver-java9.bat. Жмем на него правой кнопкой мыши. И если у вас есть Notepad++, то редактируем в нем. Но я думаю, что большинства его нет, поэтому жмем «Изменить в блокноте». Открывается наш блокнот. Далее. Нам надо вот эту вот переменную Java поменять на полный путь до нашего файлика java.exe из архива, что мы скачали. Для этого переходим в папку сервера, открываем Java, JDK, bin, листаем ниже, и вот он наш интересующий файлик java.exe. Жмем на него правой кнопкой мыши, Windows 11 есть кнопка «Копировать как путь», жмем ее. Если у вас этой кнопки нет, то можете кликнуть на строку проводника, и у вас скопируется путь до этого файла. Потом просто допишите через /java.exe и скопируйте отсюда. Возвращаемся в наш StarServer файлик, заменяем Java на полный путь до java.exe. Попутно здесь мы можем отредактировать значение выделяемой оперативной памяти для сервера, но я рекомендую оставить ее на 6 гигабайтах и тут, потому что этого вам хватит достаточно надолго. Если у вас будет не хватать оперативной памяти, вы всегда сможете ее увеличить. Все остальные параметры не меняем. Также проверяем, что путь до нашего файла java.exe скопировался с кавычками. Кавычки нужны на тот случай, если какая-то из папок в своем названии содержит пробел. То есть, если бы тут было не тире, а, скажем, пробел, а кавычек бы не было, то у нас бы ничего не заработало. Далее жмем Ctrl+S, либо файл сохранить. Сохраняем изменения, закрываем. Теперь, что касательно второго варианта. Это либо установить Java в систему, либо использовать уже установленную, которую вы используете для запуска игры. Давайте рассмотрим сначала уже установленную для запуска игры Java. Если вы играете через Prism Launcher, вы можете открыть его, нажать «Параметры», выбрать Java, нажать «Автоопределение», и тут будут указаны пути до установленных у вас версий Java. В данном случае у меня установлено 21 и 25 Java. Но есть нюанс. Что значит установленные? В Prism Launcher есть возможность также скачать Java, образно говоря, в виде архива. То есть вы можете нажать «Скачать», выбрать тот же Adoptium, снять галочку с Recommended, чтобы отобразилось самое свежее, и выбрать 25-ю и скачать ее. Он также ее скачает, как мы это сделали сами, и будет использовать для запуска Майнкрафта, не устанавливая ее в систему, подчеркиваю. Вы можете перейти на вкладку General и скопировать, соответственно, путь до установленной версии Java. Тут есть маленький нюансик. Он использует для запуска игры файл не java.exe, а javaw.exe. Единственное отличие – это отсутствие вывода в консоль, либо в командную строку, кому как удобней, что для сервера не очень подходит, потому что у нас только консоли есть. Мы также можем нажать «Скопировать» и, соответственно, вставить ее
в ранее изменяемый нами файлик. И также не забываем про кавычки. И, как я уже сказал ранее, нам нужен не java.w.exe, а просто java.exe, поэтому w удаляем. То есть таким образом мы можем использовать скачанную нами в Prism Launcher версию Java. Но я так делать не рекомендую по той простой причине, потому что если вы что-то будете менять в лаунчере, либо с Java что-то делать, то у вас может что-то пойти не так. А так у вас Java спокойно лежит в сервере, и никуда она не денется, путь к ней жестко прописан. И, соответственно, второй вариант. Если мы хотим установить Java в систему, то мы также возвращаемся в Adoptium, где мы скачивали архив. Также выбираем 25-ю, Windows, GRE и скачиваем MCI. Это исполняемый файл. Скачивание завершено. Устанавливаем его. Next. Принимаем пользовательское соглашение. Next. Устанавливаем для всех на этом компьютере. Ничего не меняем. Но единственный момент, если у вас уже установлена какая-либо Java в системе, то вы можете третий пункт Set or Override Java Home переключить в положение «Устанавливать». Тогда он у вас перезапишет установленную Java и будет использовать ее для запуска. Но не всегда это срабатывает. Жмем Next. Install. Установка завершена. Жмем Finish. Теперь мы можем наш файлик startserver.java 9 вернуть в изначальное состояние. То есть вместо жесткого пути просто написать обратно слово Java. И он будет использовать системную переменную Java для запуска сервера. Но, как я уже сказал, делать я так не рекомендую. Также мы можем проверить, что наша Java установилась в систему в Prism Launcher. Осталось совсем немного. Нам надо принять пользовательское соглашение перед запуском сервера и произвести некоторые настройки, поменять их под себя. Давайте начнем с принятия пользовательского соглашения. Для этого открываем в блокноте файл eula.txt. Кому интересен полный текст пользовательского соглашения, можете почитать его по этой ссылке. А мы меняем false на true, тем самым подтверждая, что мы его прочитали. Далее же сохраняем, либо жмем Ctrl+S и закрываем. Поскольку мы используем современную версию Java, нам доступны некоторые аргументы, которые мы можем добавить. Аргументы — это параметры для запуска Java, которые так или иначе влияют на ее поведение, обычно в лучшую сторону. Мы можем их скопировать из Prism Launcher, если они у вас уже прописаны, либо я просто оставлю их в описании, откуда вы можете их скопировать и, соответственно, вставить в нужный файл. Копируем, открываем в блокноте файл Java 9 args и вставляем их в самое начало. Жмем Ctrl+S, либо файл сохранить, закрываем. Теперь, что касается настроек. Основные настройки сервера хранятся в файле server.properties. Давайте откроем его в блокноте. Здесь довольно много параметров, но нас интересует всего лишь несколько. Давайте пойдем сверху вниз. Первый параметр — сервер порт. Это порт, на котором запускается сервер. Можете его пока не менять, просто запомните на будущее, разговор об этом будет попозже. Далее нас интересует whitelist. Если он стоит в положении true, а не false, это значит, что он включен, и для доступа на сервер игрока в
том числе и вас, необходимо добавить whitelist. Об этом будет тоже чуть позже. Далее, online мод должен стоять в положении true. В сервер name вы можете вписать имя сервера. Давайте назовем его GTNH сервер. Далее max players — это максимальное количество игроков. Можете также оставить и 20. View distance — это ограничение дальности прорисовки, причем сервер влияет на прорисовку клиентскую. То есть если вы на клиенте зададите 10, а на сервере у вас стоит 8, то прорисовываться будет всего лишь 8 чанков. И mod.id — это, соответственно, описание сервера. Давайте его поменяем. GTNH сервер. Мы укажем, скажем, версию. Жмем Ctrl-S, либо файл сохранить и закрываем. И теперь нам осталось лишь разобраться с настройками мода Server Utilities. В нем большое количество настроек, но самые важные для нас — это возможность клейминга чанков и их прогрузки. Клейминг чанков — это, грубо говоря, привязка чанка к конкретному игроку, а прогрузка, как видно из названия, позволяет чанку и механизму, который в нем находится, работать постоянно, даже если игрок далеко или вообще не в сети. Для того, чтобы произвести настройки, надо открыть, соответственно, папку Server Utilities и открыть файл Server Utilities.tfg в блокноте. Здесь довольно большое количество настроек, поэтому давайте кратенько пробежимся по самым нужным для нас. Первая группа настроек, которая нас интересует, это backups, то есть резервные копии. Server Utilities позволяет создавать бэкапы, что в такой сборке, как GTNH, критически важно. Первая настройка Additional Backup Files позволяет помимо игрового мира также копировать указанные в данном параметре папки. Тут можете ничего не менять, все нужные папки уже добавлены заранее. То есть также будут автоматически копироваться данные карты, отсканированные узлы AUR и Stormcraft, настройки и отсканированные рудные жилы. Далее, Backup Folder Path. Папка, куда будут создаваться бэкапы. Оставьте его по умолчанию. Backup Timer. Промежуток создания бэкапов. По умолчанию установлен на 0.5, то есть 30 минут, то есть каждые полчаса будут создаваться бэкапы. При желании можете поменять, скажем, на единичку, то есть бэкап будет создаваться каждый час, но я обычно оставляю как есть. Backups to keep. Количество бэкапов, которые будут храниться, прежде чем начнут друг друга перезаписывать. То есть если у вас на протяжении 6 часов каждые полчаса создавалось по бэкапу, то следующий бэкап перезапишет самый первый. Compression Level. Его можно задать в промежутке от 1 до 9, и данный параметр влияет на степень сжатия архива создаваемого бэкапа. Чем выше степень сжатия, тем меньше, соответственно, занимает архив с бэкапом, но и тем дольше бэкап создается. Если у вас нет проблем с местом на диске, то рекомендую ставить на единичке, чтобы бэкапы создавались довольно быстро. Далее. Не совсем, честно говоря, уверен, но по логике данный параметр delete custom name backups влияет на backups to keep. То есть, если вы создали бэкап вручную, введя команду /backup start имя бэкапа, то он будет учитываться в данном количестве бэкапов, прежде чем они начнут перезаписываться. Далее. Display File Size. При создании бэкапа вам будет написан размер создаваемого бэкапа, что довольно полезно, как я считаю, чтобы знать, сколько ваши бэкапы весят, и иметь представление, когда у вас может закончиться место. Далее, Enable Backups. Это, соответственно, включает или выключает сами бэкапы. Нас интересует, естественно, положение true, то есть включено. Max Folder Size определяет максимальный размер, отведенный под папку с бэкапами. По умолчанию он стоит в значении 0, то есть данный параметр отключен, и размер папки с бэкапами может быть какой угодно. Тут опять же на ваше усмотрение. Далее, Need Online Players.
Если данный параметр включен, то бэкапы будут создаваться только тогда, когда на сервере есть активный игрок. То есть, если сервер пустой, бэкапы создаваться не будут. Очень полезная функция, потому что если на сервере никого нет, и там что-то произошло, а у вас этот параметр стоит в положении false, и вы долго на сервер не заходите, то бэкапы спокойненько друг друга перезапишут, и вы восстановиться, соответственно, уже не сможете. Далее. Only backup claimed chunks. Если здесь написать true, то есть включить данную функцию, то у вас будут создаваться бэкапы только тех чанков, которые заклеймены за игроками. А остальные чанки при активировании бэкапа будут воссозданы в первоначальное состояние, как при генерации мира. Эту функцию добавили относительно недавно, поэтому я ей немного не доверяю и пока не включаю. Тут уже на ваше усмотрение. Зато если ее включить, бэкапы будут весить гораздо меньше и происходить гораздо быстрее. Я вас предупредил. Silent Backup. Если здесь поставить true, то будут отключены уведомления об успешных бэкапах. Что, я думаю, довольно бессмысленно. Лучше знать, что у вас бэкапы делаются, и быть спокойным. И последний параметр в данной области – Use Separate Thread, то есть использовать отдельный поток процессора для создания бэкапов. Он стоит в положении true, давайте так его оставим. Следующая интересующая нас секция – это перечень доступных игрокам команд, где вы можете, соответственно, разрешить определенные команды для игроков. Первая команда back позволяет один раз вернуться в ту точку, из которой вы телепортировались командами home или warp. Команда backup позволяет вручную запускать создание бэкапа. Для ее использования необходимо ввести /backup start, либо /backup start пробел название бэкапа для удобства. Следующая команда dump permissions позволяет выгрузить весь список доступных разрешений в файл all permissions в папку server utilities на сервере, что может быть полезно для редактирования рангов и настройки команд. Ее требуется вводить в игре с правами администратора. В результате у вас получится вот такой вот файлик, где есть перечень всех доступных разрешений, какое значение они могут принимать и какие они по умолчанию. Мы к нему, может быть, еще вернемся. Далее. Команда Home позволяет создавать точку дома. Количество и так далее настраивается в рангах. Список команд для использования этой команды. Извините за тавтологию. Set home пробел название дома создает дом с выбранным названием. /home пробел название дома телепортирует вас в этот дом. Home list открывает перечень доступных или созданных вами домов. /del home пробел название дома удаляет выбранный дом. Если ввести просто set home без названия, то он автоматически создаст дом с названием home. Далее. Kill all. Убивает все живое на сервере. Бывает полезно, когда внезапно пропал спаун монстров из-за бага или из-за лимита существ. Для ввода требуются права администратора. Далее. Преген позволяет запустить прегенерацию мира в определенном радиусе. Честно говоря, ни разу я не пользовался, но по идее позволяет снизить нагрузку на сервер, если с самого запуска сервера куча игроков побежит в разные стороны разведывать мир. РТП. Телепортация в случайную точку на сервере. Может быть полезно только на старых серверах, смысла особого в ней не вижу, но народ иногда спрашивает, так что решил упомянуть. Также она может положить сервер, если радиус ее действия выбран очень большой. Этот радиус настраивается ниже в этом же файлике. Спавн. Телепортация на спавн. Комментарий излишне. Варп. Позволяет создавать варпы, то есть точки телепортации. Для изменения настроек этой команды в плане количества варпов, задержки перед телепортацией и так далее необходимо редактирование разрешений в файле рангов. По поводу ее использования. С помощью setWarp
пробел, название варпа, вы создаете варп, /warp, пробел, имя варпа, телепортируетесь на варп. Warp-list показывает список варпов, del warp, пробел, название варпа, удаляет варп. Включать или не включать команды на телепортацию, такие как home и warp или spawn, целиком на вашей совести. Я отношусь к тому типу людей, что считают, что это немного читерно, и лучше немного пострадать, ибо тогда цена ошибки намного возрастает, а перемещение по миру – это довольно важная часть игрового процесса, и по мере развития вам открывается доступ к новым видам перемещения, в том числе и телепортации. Идем далее. Далее в параметрах логин нас интересует Enable Mod TD. Это приветственное сообщение при входе игрока на сервер. Можете написать true, а здесь, соответственно, указать само сообщение. Enable Starting Items. При входе на игрока на сервер нового ему будет выдан набор стартовых предметов. Здесь вы можете, соответственно, перечислить эти стартовые предметы. Как по мне, бесполезная идея, но кто-то тоже спрашивает. Далее. Ranks. Command Permissions. Ставим True. Это позволяет с помощью рангов управлять доступом к командам и, соответственно, настраивать эти команды в зависимости от ранга. Enable Ranks. Включает или выключает ранги. Нужно обязательно поставить на True, чтобы система рангов была включена. Override Chat. Ставим также на True. Если у вас стоит True, то ничего не меняем. Делает цветы ники в зависимости от ранга. Tasks. Или же по-русски задача. Здесь у нас обозначена только одна задача, то есть cleanup, то есть по-русски очистка, и перечислены параметры. Давайте по ним пробежимся. Включает периодическую очистку сущностей. Далее. Experience. Уничтожает лежащие на земле сферы опыта, которые остаются после убийства мобов. Тоже довольно полезная штука. Hostiles. Включает в очистку убийства враждебных мобов. Интервал. Тут переводить не надо. Каждые 2 часа, если не менять эту циферку, будет производиться данная процедура очистки. Items. Включает в процедуру очистки лежащие на земле предметы. Они будут удалены. Passives. Включает процедуру очистки пассивных мобов, то есть неагрессивных. Silent. Убирает уведомление об процедуре очистки. Лучше оставить его false, чтобы уведомление было. Далее. Teams. Команды. Здесь нас интересуют, по сути, только 2 функции. Glyph Protection и Interaction Protection. Первая запрещает людям не из вашей команды разрушать блоки в заклеймленных вами чанках, а вторая запрещает взаимодействовать с блоками в этих чанках, например, открывать сундуки. И одна из самых важных для нас секций — World. Больше всего нас тут интересует Chunk Claiming, что позволяет клеймить чанки. Здесь надо обязательно поставить True. И Chunk Loading, что позволяет прогружать эти заклеймленные чанки, тут также должно стоять True. Также при желании вы можете запретить клейминг чанков в определенном измерении, указав ID измерения вот здесь. Например, запретить клеймить чанки в Энди, если вам вдруг зачем-то это понадобилось. Листаем дальше. RTP Max Distance. Как я уже говорил, если у вас указана очень большая дистанция для команды RTP, то она может положить ваш сервер. Если вас телепортируют в какую-то тьму таракань, сервер может просто не переварить это. Но опять же, это зависит от вашего железа, но такие случаи были.
То есть тут вы можете задать максимальную дистанцию и минимальную дистанцию. Я рекомендую в пределах, где-то 10 тысяч блоков, чтобы ваш сервер не задохнулся. Далее. В принципе, и все. Сохраняем изменения в файле, Ctrl-S, либо файл сохранить, закрываем. Теперь нам необходимо отредактировать ранги. Для этого заходим в сервер, открываем Ranks, также в блокноте. По умолчанию нам доступно 3 ранга: Player, VIP и Admin. Player — это ранг, который по умолчанию присваивается любому игроку. Admin — это ранг, который присваивается по умолчанию любому игроку с правами администратора. VIP необходимо присваивать, соответственно, самостоятельно игрокам. У каждого ранга есть настройки. Нас интересует пока что только 2. Claim Max Chunks — это сколько чанков может заклеймить игрок. И Chunk Loader Max Chunks — это сколько из этих чанков игрок может прогрузить. Далее следуют настройки команд. В данном случае настройки команды Home. Home Max — сколько домов, точнее точек домов может иметь игрок. Home Swarm Up — это задержка телепортации в дом. Home Cooldown — соответственно перезарядка команды Home. Home Chromes Dim — это можно ли с помощью команды Home перемещаться между измерениями. По умолчанию нельзя. Вот эти вот все настройки, они, как я уже ранее вам показывал, можно взять в файле all-permissions.txt. Давайте снова отдалим. И вот тут куча этих настроек. И также параметры, которые они могут принимать. Например, если взять команду warp, чуть дальше, то вот, мы можем скопировать отсюда настройку warps и задать ей определенную cooldown, то есть перезарядку. Пролистаем вправо, и тут указан перечень от 0 до бесконечности. Это как пример. Но это если вы решите углубляться в настройку рангов. По умолчанию достаточно просто поменять количество чанков, которые можно заклеймить, и, соответственно, количество чанков, которые можно прогрузить. Все остальное — это уже углубление. Допустим, поставим по 300. Шутка про тракториста. Сохраняем Ctrl-S, либо файл сохранить. И закрываем. В принципе, на этом настройка сервера завершена. Единственное, что можно добавить, дополнительный мод. Он называется Shared Prospecting. Скачать его можно по ссылке с Википедии. Переходим обратно на Википедию. Кликаем Additional Mods. В поиск вбиваем Shared. Вот он наш Shared Prospecting. Что он делает? Он позволяет в пределах одной команды от сервера Utilities делиться результатами разведки жил, что при игре мультиплеере несколько человек довольно полезно. Тыкаем. Открывается последний релиз. Скачиваем .jar. Не dev, не source, а именно jar. Копируем и закидываем в папку mods на сервере. В принципе, все. Настройка сервера завершена. Можем его запускать. Для запуска сервера нам нужно открыть файл startserver-java9. Обращаю внимание, если у вас он будет открываться и сразу закрываться, значит у вас где-то есть ошибка. Поэтому советую на первый раз на последнюю строчку добавить слово pause. Таким образом, если у вас что-то не так,
то у вас он не автоматически закроется, а хотя бы напишет, в чем причина. Но поскольку у нас тут все правильно, я это добавлять не буду, а просто запущу. Запускаем. Первый запуск сервера может быть довольно длительным. Также, если высветится окно с просьбой разрешить доступ в интернет от брендмауэра Windows, ставим обе галочки и соглашаемся, чтобы разрешить, соответственно, доступ в интернет. Вот оно, это окошко брендмауэра. Разрешаем. Загрузка сервера завершена. Вы увидите надпись Unloading Dimension 1. Далее нам необходимо добавить как минимум NAS в whitelist. По whitelist есть несколько команд. Whitelist add имя игрока, добавить игрока в whitelist, remove игрок, убрать игрока из whitelist, whitelist list открыть перечень добавленных игроков, whitelist on или off включить или выключить whitelist, и whitelist reload перезагрузить whitelist, если вдруг вы меняли его в самом текстовом файле этого whitelist. Давайте добавим NAS для того, чтобы зайти на сервер. Также иногда может появляться вот эта надпись, не обращайте на нее внимания. Давайте добавим whitelist add. Мы добавили игрока в whitelist. Давайте попробуем подключиться на наш сервер. Для этого откроем клиент и запустим версию 2.8. Запуск пошел. Я вас его, конечно же, немного ускорю. Клиент у нас запустился. Теперь давайте добавим наш сервер. Это возьмем мультиплеер, add сервер, вводим название. В сервер адрес вбиваем, если у нас локальный сервер на текущем компьютере, то либо localhost, либо же адрес 127.0.0.1. И жмем Done. Вот он, наш сервер появился. Дабл-клик, подключаемся. Вот это поворот. Не страшно, у нас действует защита спавна. Далее. Мы можем выдать себе администратора, чтобы у нас вот тут появилась шестереночка. Она нам позволит довольно легко настраивать ранги. Для этого давайте отключимся. Перейдем в консоль. Введем команду OP и ник игрока. Сообщение, что игрок опнут. Переподключаемся. Вот она, наша шестереночка, админ панель. Нажимаем на нее, нажимаем Edit Ranks. Тут мы можем посмотреть ранги игроков. В данном случае тут один я с рангом администратора. Мы можем как добавить определенный ранг, так и изменять текущие. В том числе и количество чанков, которые игрок может заклеймить или зачанклоудить. Также, пока у нас включены команды администратора, мы можем посмотреть все доступные команды, которые разрешены. Если мы не разрешили варпы, то даже с правами администратора они будут нам недоступны. О чем мы можем убедиться, введя в поиск варпы и ничего не обнаружив. Чтобы снять права администратора с игрока, надо ввести команду dop и имя игрока. В принципе, на этом основные настройки можно завершить. И теперь осталось перейти к самому сладенькому, на чем у многих возникают большие проблемы. А именно
разрешить другим игрокам доступ на наш сервер. Давайте закроем, выйдем с него, закроем игру. Да. Важно, нельзя закрывать командную строку с запущенным сервером просто крестиком. Могут возникнуть ошибки. Для остановки сервера надо пользоваться командой stop. Вводим команду stop. Он все спокойненько сохраняет и закрывает. Давайте все закроем. И теперь перейдем к настройке доступа для других игроков. Рассмотрим первый вариант. Вы купили у провайдера услугу внешнего IP-адреса и хотите по нему разрешить доступ на ваш сервер. Для этого нам необходимо кое-что сделать. Открываем пуск, прям вводим в пуск панель, открываем панель управления и жмем центр управления сетями и общим доступом. Если у вас не в таком виде панель управления, нажмите справа. Тут можно выбрать крупные значки. Открываем, жмем изменение параметров адаптера. У меня их здесь несколько, но у вас, скорее всего, будет один либо два. Там, где у вас написано сеть, жмем правой кнопкой мыши, состояние, сведения. Нас интересует здесь два параметра. Шлюз по умолчанию и адрес IPv4. Запоминаем шлюз по умолчанию. Это адрес нашего роутера. Вводим его 192.168.1.1. Вводим имя пользователя и пароль. Они у вас либо на наклейке на роутере, либо уже сохранены, либо где-то записаны в договоре с провайдером. У меня они сохранены. Жму «Войти». Здесь нас интересует имя нашего подключения. В данном примере это роутер Kinetic. Чуть позже мы рассмотрим на примере роутера TP-Link и, возможно, парочки других. Далее. Нам необходимо зарегистрировать наш компьютер, чтобы постоянно на нем висел один IP-адрес. Это важно. Для этого жмем список устройств. Тут у нас есть зарегистрированные и незарегистрированные устройства. Если вы ни разу это не делали, то у вас, скорее всего, будут все устройства не зарегистрированы. Если у вас тут их будет несколько, то найти нужное можно будет с помощью вот этого адреса. Он будет совпадать с вот этим. Жмем на устройство левой кнопкой мыши. Жмем «Зарегистрировать». Также можем указать ему имя. Допустим, укажем comp-сервер. Зарегистрировать. Вот у нас тут появился в зарегистрированных устройствах. Жмем левой кнопкой мыши и ставим галочку «Постоянный IP-адрес». Теперь даже при перезагрузке компьютера у него будет постоянно данный IP-адрес. Жмем «Сохранить». Теперь нам нужно сделать так называемую переадресацию портов. Коротко, зачем это нужно? Для доступа к различным программам через интернет, помимо IP-адреса, нужен номер порта. Если провести аналогию, то IP-адрес можно представить как номер подъезда в жилом многоквартирном доме, а номер порта – это номер квартиры. Если вы знаете номер подъезда, но не знаете номер квартиры, вы, соответственно, попасть в нее не можете. Так вот, чтобы попасть в нужную квартиру, ваш роутер должен позволить это сделать, а он не знает, какую квартиру вам нужно. Поэтому вам нужно создать правило. Жмем «Добавить правило», вводим описание. В графе «Вход» устанавливаем ваше интернет-подключение, которое мы смотрели в графе «Системный монитор». В поле «Выход» выбираем «Зарегистрированный компьютер». Протокол ставим TCP/UDP. Тип правила «Одиночный порт». Открыть порт ставим номер порта 25565. Если вы его не меняли в файле server.properties, давайте посмотрим. Вот он.
Порт назначения также стоим 25565. Расписание работы работает постоянно. Сохраняем. Готово. Теперь при подключении через интернет на наш роутер будет приходить запрос. Этот запрос будет приходить на порт 25565 и перенаправляться, соответственно, к нам на компьютер и подключаться. Теперь, как проверить, что у нас все получилось? Для этого давайте воспользуемся интернет-сервисами. Открываем сайт 2ip.ru. Здесь указывается ваш IP-адрес. Листаем ниже, жмем «Проверка порта». IP-адрес подставляется автоматически, а номер порта вводим ручками 25565. Жмем «Проверить». Нам пишет «Порт закрыт». Почему так? Потому что у нас сейчас наш сервер не запущен. Грубо говоря, в нашей квартире выключен свет. Давайте запустим наш сервер. Все, сервер наш запустился. Давайте снова проверим. Жмем «Проверить». Оп, порт открыт. Теперь по данному IP-адресу и с данным номером порта к вам могут подключаться другие игроки. Для этого им достаточно скопировать IP-адрес, нажать двоеточие и ввести номер порта. И еще одно небольшое, но важное уточнение. При использовании стандартного порта, то есть 25565, при подключении к серверу его можно не указывать. Игра будет автоматически пытаться подключиться по нему сама. Но лучше все-таки взять за привычку вводить номер порта, потому что зачастую это все-таки требуется в других приложениях. Теперь давайте рассмотрим вариант без использования внешнего IP-адреса. Либо у вас нет возможности его оплачивать, либо ваш интернет-провайдер его не предоставляет. В таком случае вам нужно будет воспользоваться программами для организации виртуальных локальных сетей. На данный момент широко используются и рекомендуются две программы. Для России и стран СНГ это AirAdmin VPN, для Европы и остального мира это Tailscale. Мы будем использовать программу AirAdmin VPN. Скачиваем и устанавливаем ее. Я уже это сделал, поэтому просто запускаю. Включаем ее. Она подключается и присваивает определенный IP-адрес. Далее нам необходимо создать сеть, в которой будут подключаться игроки, которые будут подключаться на наш сервер. Создаем. Задаем имя сети. И вводим пароль. Подтверждаем его. Создаем сеть. Теперь для того, чтобы игроки могли к нам подключиться, они должны войти в эту сеть и при подключении, точнее при добавлении сервера, должны будут указать данный IP-адрес и номер порта 25565. Хотя, как я уже говорил, если его не меняли, то его можно не указывать. А мы же в свою очередь можем подключиться к нашему серверу напрямую. Для этого нам AirAdmin VPN не нужен. Давайте сервер наш запустим. И запустим клиент сразу же. Сервер и клиент у нас запустились. AirAdmin у нас работает. Давайте добавим наш сервер. Нажимаем Add сервер и также вводим 127.0.0.1 или localhost. Вот он наш сервер. Теперь мы можем к нему подключиться. Готово. Мы зашли на наш сервер.
Далее мы рассмотрим, как подключиться через Radmin со второго компьютера. Специально для видео я подключил второй компьютер. Давайте теперь запустим наш сервер. И пока он запускается, на втором компьютере подключимся к нашей сети. Клиент я уже запустил, но нам пока не нужен. Открываем Radmin VPN, подключаемся, присоединяемся к сети, проклинаем себя за то, что назвали ее длинным именем, копируем его, вставляем, вводим пароль, подключаемся. Ждем, пока он подключится. Подключение успешно. Теперь для добавления сервера нам надо будет использовать данный IP-адрес. Жмем «Копировать IP-адрес». Проверяем, что сервер у нас запустился. Сервер у нас запустился. Возвращаемся на второй компьютер. Жмем «Мультиплеер», «Add сервер», вводим название и вставляем IP-адрес. И прописываем номер порта 25565. И жмем «Done». Готово. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда у вас есть возможность поставить второй отдельный компьютер и запустить сервер на нем. Мы рассмотрим также оба варианта, как с использованием внешнего IP-адреса, так и с использованием Radmin VPN. Изменится, как я и говорил, только порядок подключения с нашего основного компьютера. Переходим на наш второй компьютер. Я уже скопировал сервер на него. Все настройки, все то же самое, поэтому пока их не трогаем. Далее нам надо проверить, соответственно, наши настройки на роутере, которые будут аналогичны тем, что мы делали до этого. Заходим в панель управления, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера, находим нашу сеть. В данном случае это ноутбук, он подключен по Wi-Fi. Жмем правой кнопкой мыши «Состояние», «Сведения». Также смотрим шлюз по умолчанию IPv4 и адрес IPv4. Также по этому шлюзу заходим на интерфейс нашего роутера. Вводим имя пользователя и пароль. Открываем меню. Также переходим в список устройств. Наш второй компьютер, ну в данном случае ноутбук, также должен быть зарегистрирован и должна быть прожата галочка «Постоянный IP-адрес». Этот IP-адрес, как вы могли уже заметить, он вот у нас вот здесь. И также в переадресации нам надо будет указать описание, вход — это наш интернет, выход, в данном случае это ноутбук зарегистрированный, протокол и порт. Все то же самое, как в первом варианте. Все, настройки мы проверили. Можем запускать наш сервер. Все, сервер у нас запустился. Теперь мы можем к нему подключиться. Для того, чтобы подключиться к нашему серверу, нам надо использовать адрес нашего компьютера, ну в данном случае ноутбука. Как мы могли его уже посмотреть, он у нас находится вот здесь. Сведения, адрес IPv4. С
192.168.1.150. Запомнили. Возвращаемся на наш первый компьютер. Жмем «Add сервер». Вводим название и пишем 192.168.1.150. Жмем «Done». Чутка подождем. И вот он наш сервер, к которому мы можем, соответственно, подключиться. Давайте отключимся. Вернемся на второй компьютер. Другие же игроки могут подключаться к вашему серверу также по вашему внешнему IP-адресу, который, как я напоминаю, мы можем посмотреть на сайте 2ip.ru. Используя его и через двоеточие добавив номер порта 25565, другие игроки могут подключиться к вашему серверу. Теперь рассмотрим второй вариант. Для игры через Radmin VPN порядок действий точно такой же, ничего не меняется. То есть мы также можем его запустить. Подключиться. Войти в нашу сеть. И, соответственно, игроки, которые будут подключаться к нам, должны будут использовать данный IP для подключения к нам. Ну и, соответственно, номер порта. А мы же, поскольку компьютер находится у нас в локальной сети, можем также подключиться к нему локально, без использования Radmin VPN. Возвращаемся на первый компьютер, жмем «Add сервер» и снова вводим наш локальный адрес нашего компьютера, ну в данном случае ноутбука. Ну давайте на этот раз укажем таки номер порта. Готово. Обращаю внимание, что при подключении через Radmin VPN вам настройки на роутере в принципе делать нет необходимости. Единственное, что при подключении вам желательно сделать так, чтобы у вас адрес вашего второго компьютера не менялся. Теперь давайте рассмотрим вариант размещения нашего сервера на хостинге в интернете. В нашем случае есть два основных варианта. Это игровой хостинг или VPS, что значит Virtual Private Server, ну или виртуальный частный сервер, если по-русски. Есть, конечно же, и другие типы хостингов, но мы остановимся на этих двух и постараемся сильно не углубляться. В чем же разница между игровым хостингом и VPS? Если брать VPS, то мы получаем полный доступ к серверу и вольно делать с ним что захотим, устанавливать любые программы, настраивать все под себя и так далее. У игрового же хостинга зачастую есть возможность совершать только определенные действия, например, запуск конкретного игрового сервера, а перечень доступных действий ограничен и заточен под определенную игру. Зато игровой хостинг зачастую дешевле, чем VPS с похожей конфигурацией. У этой экономии есть своя цена, но, как я упомянул ранее, углубляться мы в это не будем. Главное разумно подходить к вопросу создания сервера, и проблем у вас не будет. Делайте бэкапы своего сервера и сохраняйте их себе на компьютер на случай непредвиденных ситуаций. По поводу цен. Примеры выбрал, конечно, не самые удачные, но чтобы иметь какое-то представление. За те же 6 гигабайт оперативной памяти и процессор более-менее хороший, мы будем платить 2000 рублей в месяц на обычном VPS хостинге. Либо же, как пример здесь, также 2263 рубля в месяц на 6 гигабайт оперативной памяти и более-менее нормальный процессор. На игровом же хостинге, как вы видите, порядок цен немного другой. Для примера я взял два хостинга, хостинг Minecraft и DS Host, о которых узнал из нашего Discord сервера. Есть отзывы от игроков, которые использовали как его, так и DS Host. Но поскольку у DS Host есть тестовый сервер, который, к сожалению, ограничен по ресурсам и не позволяет создать нормальный
сервер под GTNH, он там просто не запускается, ему не хватает оперативной памяти, где, к сожалению, об этом даже не написано, что меня немного огорчило, то, несмотря на большое количество положительных отзывов, мы будем рассматривать в этом видео только хостинг Minecraft. Так как у него есть возможность создать бесплатный тестовый сервер, причем все характеристики его прописаны, они довольно неплохие, 8 гигабайт оперативной памяти, нормальный процессор, то есть вы сможете зарегистрироваться, создать тестовый сервер, настроить его, а потом уже, соответственно, задуматься о покупке. Если вы вдруг задумаетесь о покупке, можете при желании перепечатать с экрана, копировать вам ее не буду, партнерскую ссылку и, соответственно, заказать. По поводу заказа. Рекомендую заказывать кастом сервер, то есть настраиваемый. Выбираем хостинг Minecraft Boost, Custom Boost, то есть настраиваемый. Выбираем периодичность оплаты, выбираем локацию. Как по мне, Германия нормальная локация. Одного ядра нам хватит. Оперативки вам, я думаю, 6 гигабайт хватит довольно надолго. Диска 20 гигабайт, я думаю, также. Как видите, цена растет не очень. Снова сервера не меняем, базу не меняем. Это нам ничего не надо. Листаем самый низ. Добавить скидку. Не знаю, работает ли этот промокод, но он тут есть. Можете попробовать его скопировать. Где же ты? Ну и, соответственно, оплачиваете. После оплаты у вас появляется сервер. У меня это тестовый сервер. С ним мы и начнем работу в данном видео, как пример. Заходим на наш тестовый сервер. Далее переходим в настройки. Теперь нам потребуется скачать программу для заливки файла на сервер. Это, конечно, можно делать и через браузер, но лучше пользоваться специальными программами. Благо они с этим справляются гораздо лучше, а браузер может от объема сборки GTNH, точнее количества маленьких файлов, просто зависнуть. Поэтому скачиваем программу WinSCP. Скачиваем, устанавливаем и запускаем. Я это уже сделал, поэтому просто запускаю. Далее копируем адрес для подключения. Обратите внимание, порт автоматически подставился. Имя пользователя и пароль у нас также есть. Жмем «Войти». Мы зашли на наш сервер. Можем проверить, что у нас эти файлики реально есть. Вот они. И вот они здесь. Но нам они не нужны. Сносим их. Жмем кнопочку «Обновить». И тут они тоже пропали. Далее нам надо залить наш сервер на сервер. Извините за тавтологию. Открываем скачанную сборку для сервера, распаковываем ее. К сожалению, из-за того, что это игровой хостинг, перекинуть архив мы, конечно, можем, но вот распаковать его на стороне сервера мы не можем. Поэтому нам придется перекидывать распакованную папку. Переходим в загрузки, вот она наша папка, открываем ее, выделяем все, либо жмем Ctrl-A и переносим на наш сервер. Обратите внимание, из-за того, что в папке config 8000 с лишним маленьких файликов, поначалу скорость будет очень медленная, потому что он тратит время на шифрование и отправку каждого файла по отдельности. Поэтому не пугайтесь, если у вас тут будет огромное число. На самом деле данный процесс при обычной нормальной скорости интернета займет до 10 минут. Можете сходить попить чайку.
Ну вот, копирование завершено. Как вы видели, это заняло меньше 7 минут, а не как там было написано около 40. Теперь продолжим. Возвращаемся в панель управления нашего сервера, проверяем, что файлики подгрузились, и переходим в настройки. Ошибочка, переходим в строку запуска. Здесь выбираем стандартные флаги для GT New Horizons. Выбираем Java 25. Здесь выбираем Use G1 GC. Это самый современный из здесь представленных сборщиков мусора. Здесь надо поменять сервер jar на кое-что другое. На что именно, сейчас покажу. Копируем название вот этого файлика. И вместо сервер вставляем название этого файлика. Дополнительные переменные нам здесь трогать не надо. Read-only. Это read-only, тут ничего писать не надо. Это пишет техподдержка, если вы напишите и потребуете, точнее попросите добавить какой-либо дополнительный аргумент. И теперь нам осталось только принять EULA, ну то есть пользовательское соглашение. Открываем файлы, находим EULA, меняем false на true, жмем сохранить и можем запускать сервер. Жмем включить. Пока сервер запускается, давайте запустим еще и клиент. Все, сервер у нас загрузился. Теперь осталось добавить нас в whitelist и можно подключаться. Добавляем нашего игрока в whitelist. Он добавился. Листаем вверх и копируем адрес для подключения. Открываем клиент. Жмем мультиплеер. Добавить сервер. Вводим название. Адрес. Нажмем Done. Немного ждем. Готово. Можем подключаться. В консоли у нас, соответственно, появится, что мы подключаемся. Готово. Мы зашли на сервер. Давайте теперь выйдем. Выйдем. И остановим сервер. Делается это командой Stop, либо, если речь идет о хостинге, то мы можем нажать кнопку «Остановить». Он ведет ту же команду. Все, сервер остановлен. Напоминаю, что мы здесь не делали никакие настройки, то есть вам также надо будет либо здесь, либо через WinSCP отредактировать файл Server Properties, отредактировать Server Utilities настройки, как мы это делали ранее в видео. И все, вы можете пользоваться. Тут, соответственно, куча различных кнопок. Нас интересуют только бэкапы, совладельцы. Я так понимаю, вы можете добавить дополнительных администраторов к себе. Ну и в принципе-то и все. Конфиг — это изменение файла Server Properties, но мы уже показывали, как менять его руками. Лучше меняйте его руками, так надежнее. Вот в принципе и все. Можете так же, как я, заказать тестовый сервер,
сделать все то же самое, чтобы проверить свои силы, а уже потом задуматься о покупке. Желаю приятной игры. Как обновить сервер на новую версию сборки? Для начала открываем инструкцию и читаем. Выбираем версию. Выбрали. Скачиваем ее. Я ее уже скачал, поэтому просто распакую. Далее. Делаем бэкап папки сервера. Делаем. Копируем. Вставляем. Если у вас папка с сервером довольно здоровая из-за разросшейся папки бэкапов, папку бэкапы в принципе можете не копировать, она никуда не денется. Все, резервная копия у нас готова. Теперь мы можем смело обновлять наш сервер. Для этого открываем папку с сервером, открываем новую скачанную версию, открываем инструкцию, делаем, чтобы нам было удобно смотреть и читать, нажимаем клавишу Win, стрелку вправо. И тут нажимаем стрелку влево, соответственно. Теперь у нас все удобно и наглядно. Читаем, удаляем папку config, libraries, mods, resources, если есть, и scripts, если есть. Смотрим, config есть, mods есть, libraries есть, папки scripts нету, папки resources нету. Хорошо, удаляем. Читаем далее. Теперь нам надо на место этих удаленных папок взять их версии из новой версии сборки. Переходим в скачанную новую версию сборки, копируем папку config, libraries и mods и переносим в нашу папку сервера. Готово. Читаем далее. Теперь нам надо перенести какие-либо сделанные нами изменения в конфигах. Расшифровываю. Если мы в нашей версии сборки что-то меняли, заходя в папку config и редактируя конфиги определенных модов, то нельзя просто скопировать файлы конфига со старой версии в новую, потому что они могли обновиться, в них что-то добавилось, а если вы перенесете старую версию, у вас могут произойти ошибки или вы лишитесь какого-либо функционала. Поэтому вам придется также в ручном режиме их открывать и вносить соответствующие изменения. Читаем далее. Нам надо восстановить папку Journey Map Server из резервной копии. Открываем нашу резервную копию, заходим в папку config, находим Journey Map Server, копируем и вставляем в папку config на нашем сервере. Готово. Это сделано для того, чтобы когда игроки, которые уже играли у вас на сервере, подключаться обратно к вам на сервер, чтобы они не потеряли данные по картам и по waypointам. Потому что если эту папку не скопировать, Journey Map создаст новый ID вашего сервера, и игрокам придется вручную у себя на клиенте копировать со старой папки в новую все файлы Journey Map. Что, в принципе, не так-то и сложно, но зачем, если мы можем заранее этого избежать. Далее, если вы добавляли какие-либо моды, например, Shared Prospecting или там Spark, Laguglas или что-то либо подобное, вам надо будет также добавить их сюда еще раз. На этом, в принципе, обновление сервера завершено, можете его запускать. Если у вас при запуске сервера консоль спросит что-то либо сделать, то, скорее всего, надо будет просто это подтвердить. Как вариант,
какие-либо блоки бывают удалены, либо наоборот добавлены, они у вас будут отсутствовать в файле сохранения, надо будет просто согласиться с тем, что этих блоков больше нет. Теперь о том, как перенести мир из одиночной игры на сервер. Для этого нам надо добраться до этого мира, соответственно, открываем лаунчер, нажимаем папка, чтобы открыть место, куда он установлен Minecraft. Находим папку Saves. Вот наш тестовый мир, который я специально создал. Копируем его. И вставляем в папку сервера. Теперь у нас есть два варианта. Либо мы можем удалить старый мир сервера и переименовать, соответственно, наш мир из одиночной игры в World, либо мы можем в сервер Properties поменять название мира. Вот оно у нас с World на Test. Тут, как смотрите сами, порядок действий не важен. Давайте просто переименуем и удалим. Удаляем старый, переименовываем. Все, готово. Есть пару нюансов. Данные Visual Prospecting обычно переносятся сразу, а вот данные карты не переносятся. Где они у нас хранятся? В папке клиента есть папка Journey Map. В ней есть папка Data. И, соответственно, в зависимости от того, где вы играете, SP это синглплеер, то есть одиночная игра, MP мультиплеер. То есть, если у вас есть папка с миром в синглплеере, вы можете просто отсюда скопировать все данные, зайти на сервер, он у вас появится вот здесь в виде отдельной папки, и, соответственно, ставить данные сюда. По Visual Prospecting обычно он переносится сам, но также, если у вас появится в сервере отдельная папка, сможете скопировать данные туда, из клиентской версии сохранений, соответственно. Еще такой нюанс про Journey Map. Если вы обновляете сервер и забыли кое-что сделать, то Journey Map создаст на клиенте отдельную папку, поскольку поменяется ID сервера. То есть вы также заходите в Data, MP, то есть мультиплеер, и у вас может создаться еще одна новая папка, в которой вам надо будет перенести старые данные. Ну а для того, чтобы перенести, соответственно, сохранение с сервера в одиночную игру, вы просто копируете папку с миром с сервера и вставляете ее в папку Saves. Также, возможно, потребуется переносить данные и Visual Prospecting, и Journey Map, просто из одной папки в другую. Теперь давайте поговорим о насущной теме для некоторых игроков – лаги. Почему сервер может лагать? В Minecraft есть показатель TPS, как для обычных синглплеерных игр FPS, frames per second, то есть количество кадров в секунду, так и здесь tick per second, то есть количество тиков, либо тактов в секунду, как нам услужливо подсказывает Google. То есть, грубо говоря, при значении 20 тиков в секунду у вас игра работает нормально, все операции успевают обрабатываться и все хорошо. Если показатель снижается, то у вас могут начаться лаги. Как его посмотреть? В игре достаточно ввести команду XUTPS. У вас показывается наибольший, средний и наименьший показатель TPS в скобочках. Слева указывается время. Если у вас здесь в основном белые цифры, они не падают меньше, чем 20, то есть только изредка падают до красна, тогда все нормально. Если же у вас постоянно здесь красные цифры, значит что-то не в порядке. Опять же, не путайте TPS и FPS. Если у вас мало FPS, то игра будет лагать
из-за этого. Что же делать, если у вас все-таки лаги начались? Есть несколько способов узнать, чем они вызваны. Для начала вы можете посмотреть в консоль, у вас может начаться спам. Либо там будет написано, что вам не хватает памяти, либо там будут ругаться на какие-либо большие чанки, или что-либо подобное. Также существуют 3 модификации, которые способны помочь определить причину лагов. Первая — это Opis, которая уже встроена в саму сборку. Ее можно вызвать, написав в чат Opis. У вас откроется окно. Обращаю внимание, что для того, чтобы его запустить, то есть нажать Run, нужны права администратора. Про него я долго рассказывать не буду, потому что я им, честно говоря, не пользовался. Нужно читать и разбираться. Он у вас встроен, можете пользоваться. Статья на Википедии про него есть, соответственно, можете ознакомиться. Следующая модификация — это LogGoogles. Ее необходимо скачать, нажав Download. Также надо скачать вот эту библиотеку, Files Pattern Lib. Также, нажав Download, закинуть ее как на сервер в папку mods, так и в клиент в папку mods. Далее будет необходимо зайти в опции, настройки привязки клавиш, найти его и назначить клавишу на профиль GUI. Открываем его, и тут также есть возможность запустить профилирование, то есть запись игрового процесса и тиков, блоков вокруг. Про него также есть отдельное видео прямо на странице мода. Можете посмотреть, увидите, как оно работает. И самое популярное в последнее время — это модификация Spark. Ее также скачиваете, листаете вниз, выбираете версию для Forge 1.7.10. Подтверждаем, что мы человек. Скачиваем самую последнюю версию для 1.7.10 и закидываем на сервер в папку mods. Далее, как ее использовать и почему она самая удобная в последнее время. Открываем Documentation, Command Usage, и нас интересует в данном случае вот эта команда. Spark Profiler Start 2 Timeout и время в секундах. Она запускает профилирование, то есть запись игрового процесса на определенный промежуток времени, после чего делает автоматический репорт и загружает его на сервер. Давайте эту команду запустим. Копируем ее, вставляем в консоль, время ставим, скажем, 30 секунд, слэш убираем, в консоли он не нужен. Рекомендуется записывать хотя бы от пары минут для точных результатов, но для ускорения процесса запишем всего 30 секунд. Профайлер начал работу, ждем. Профайлер завершил работу и автоматически загрузил отчет на сервер. Давайте его посмотрим. Разбирать, что тут, зачем и так далее, в этом видео мы не будем. Это тема для отдельного разговора. Но по данному отчету вам люди смогут уже подсказать, какие причины у вас вызывают лаги. Копируйте эту ссылку, заходите в Discord GTNH, либо любого другого сообщества, если вы играете на сервере, и, подкрепив свой вопрос данным отчетом, вы увеличите себе шансы на получение помощи. Также необходимо понимать, что Майнкрафт довольно сложная игра для моддинга, поэтому лагать может много вещей. Основные вещи за годы разработки GTNH, я думаю, уже пофиксили, но некоторые вещи надо все-таки учитывать. Я нашел как минимум пару списков, и вот этот самый большой, где указаны основные вещи, которые надо избегать. Можете поставить видео на паузу и, соответственно, почитать. Небольшая полезная информация.
В игре огромное количество различных команд, некоторые из них потребуются на сервере. По данной ссылке вы сможете все их посмотреть, почитать, зачем они нужны. Та же самая телепортация, дебаггинг, то есть поиск проблем для показа ТПС, ТПС по измерениям и так далее. Команд очень много. Заходите по ссылке, ищите, изучайте. И еще одна полезная штука – это Dimension Reference, то есть список измерений и их номера. Вы могли уже обратить внимание, что в файлах сохранений измерения называются не по именам, а по номерам. Если вам надо будет выяснить, что за измерение с определенным номером, можете воспользоваться данным списком. В качестве бонуса покажу вам пример настройки внешнего IP-адреса и проброса портов на примере роутера TP-Link. Порядок действия будет точно такой же. Надо будет зайти на интерфейс роутера, закрепить за нашим компьютером определенный IP-адрес и сделать проброс портов. Поехали. Жмем также пуск, панель управления, центр управления сетями общим доступом, изменить параметры адаптера, на нашу сеть правой кнопкой мыши состояние, сведения. Shift по умолчанию, как я говорил ранее, это адрес для входа на роутер, запоминаем его. Открываем браузер, вводим пароли, жмем «Войти». Здесь жмем «Дополнительные настройки». Тут указано наше подключение. Жмем «Сеть», LAN. Здесь мы должны зарезервировать IP-адрес за нашим компьютером. Адрес нашего компьютера IPv4.192.168.0.100. Вот он здесь и находится. Жмем «Добавить», «Сканировать», выбираем его. Жмем «Сохранить». Теперь за этим компьютером всегда будет зарезервирован данный IP-адрес. И теперь осталось пробросить порты. Жмем «Переадресация NAT», «Виртуальные серверы», «Добавить». Имя интерфейса, скорее всего, у нас будет только одно. Это там, где у вас настроен интернет. Жмем «Сканировать». Это нам не нужно. Зря нажали. Ничего страшного. Внешний порт пишем 25565. Внутренний порт пишем 25565. Внутренний IP-адрес указываем адрес нашего компьютера, который мы зарезервировали. 192.168.0.100. Протоколы все, то есть TCP и UDP, сохранить. Настройки других роутеров, такие как D-Link, Asus, Xiaomi, Mircosys и так далее, в принципе, можно найти в интернете, порядок действий там точно такой же. Зарезервировали IP-адрес за компьютером и прописали правила для проброса портов. И небольшой бонус для тех людей, у которых сервер запущен на том же компе, что и клиент. Если вас бесит постоянное наличие консоли на панели задач, то вы можете свернуть ее в Tray с помощью маленькой программки, которая называется RBT Tray. Скачиваем ее, я ее уже скачал. Берем версию 64 бит, распаковываем ее и копируем, ну, допустим, давайте опять папку с сервером. Далее запускаем RBT Tray. Все, он нигде не фигурирует, ни на панели задач, ни в трее, только в процессах висит. И теперь, когда вы запускаете сервер, вы можете, нажав правой кнопкой мыши на «Свернуть», подчеркиваю, правой кнопкой мыши, и он свернется у вас не на панели задач, а в трею. Главное, не забудьте, что у вас там сервер висит. А то выключите компьютер случайно и сервер похороните. Бэкапы, конечно, вас спасут, но это лишняя морока. Чтобы развернуть, щелкните левой кнопкой мыши. Ну или чтобы свернуть обратно правой кнопкой мыши. Вот такой маленький лайфхак, но довольно полезный.
И забыл упомянуть один маленький момент. В папке сервера есть файл server-icon.png. Тут вы можете поменять иконку вашего сервера. Она размером 64 на 64 пикселя, формат у нее PNG. Надеюсь, данное видео вам помогло. Если у вас есть какие-либо замечания либо предложения, пишите об этом в комментариях.